Миллионер по имени Ричард Хейз был известен своей деловой хваткой. Он построил состояние с нуля и гордился тем, что всегда принимает решения, основанные на холодном расчете. Но однажды одно едва слышное предупреждение изменило все. Это случилось в роскошном офисе компании Hayes Global Investments. Ричард собирался подписать контракт на несколько сотен миллионов долларов. Сделку, которая должна была стать крупнейшей в его карьере. Документы уже лежали на столе, юристы и партнеры переговаривались вполголоса, а журналисты за дверью ждали момента, чтобы объявить о новом альянсе двух финансовых гигантов. Когда секретарь принесла кофе, в комнату вошла уборщица, пожилая женщина по имени Мэри Элтон, работавшая в здании много лет. Она убирала полы тихо и старалась не мешать, но вдруг остановилась у стола Хейса, посмотрела на документ и едва слышно прошептала: «Не подписывайте это». Все в комнате удивленно обернулись. Охрана уже собиралась вывести женщину, но Ричард поднял руку, останавливая их. В ее голосе не было ни страха, ни дерзости, лишь странная уверенность. Он спросил: «Почему вы так говорите?» Мэри опустила глаза и тихо ответила, что случайно слышала разговор двух мужчин в переговорной накануне ночью, когда убирала кабинет. Они обсуждали, как сделка с новой компанией должна поглотить активы Хейса и обанкротить его под прикрытием инвестиций. Она не понимала всех терминов, но знала одно – это была ловушка. Ричард, хотя и привык не доверять эмоциям, ощутил тревогу. Он отложил ручку и попросил своих аналитиков немедленно перепроверить договор. Через несколько часов стало ясно – женщина была права. Среди юридических пунктов скрывался сложный механизм, который лишал Хейса контроля над его собственными активами. Если бы он подписал, потерял бы все. Новость об этом быстро разошлась по деловым кругам. Коллеги недоумевали, как простая уборщица могла спасти состояние миллиардера. Но Ричард не стал скрывать правду. Он публично поблагодарил Мэри и, к удивлению всех, назначил ее на должность координатора по внутренней безопасности компании, человека, которому он теперь доверял больше, чем юристам. Позже, в одном из интервью, он сказал: «Самые ценные советы не всегда приходят от тех, кто сидит за столом переговоров. Иногда истина звучит тихо, почти шепотом, и только от нас зависит, услышим ли мы ее». С тех пор в его офисе висела табличка: «Прислушивайся даже к тем, кого никто не слушает. Возможно, именно они спасут тебе жизнь или состояние».